Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в Вашингтоне по-прежнему 19 ноября, воскресенье, поздний вечер. Как обещал, я вам выдаю второе видео на сегодняшний день. И смысл этих двух подборок, как я вам сообщил в предыдущем видео, состоит в том, чтобы мы с вами смогли представить, что будет, если свершится, я не скажу, что катастрофа, но очень крупная неприятность, если республиканцы все-таки похоронят помощь Украине. Но я в предыдущем видео рассказал, что сделал президент Байден для того, чтобы этого не допустить. А сейчас я вам предложу пару серьезных аналитических материалов. Оба от высококлассных профессионалов американских. Один из них бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, который специализируется на Европе и, в частности, на России, а другой достаточно крупный аналитик разведки. И вот сейчас мы посмотрим, где находится весь этот Запад и где он будет находиться, если, не дай бог, он совершит невероятную глупость, не проголосовав, я имею в виду прежде всего, республиканцев в Конгрессе, не проголосовав за помощь Украине. Итак, статья первый, аналитический материал. Это Уэс Митчелл, бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии в администрации Трампа. Внимание, Трампа, то есть, он может быть просто так профессионалом, независимым, но тем не менее, человек работал в администрации Трампа, поэтому его нельзя никоим образом причислять к сторонникам демократов, леваков, как это говорят, некоторые трамписты говорят. И вот что он считает. Это реальный профессионал. То есть он пишет, он не политик, он пишет аналитическую записку, по сути дела. И был он на своем посту совсем недавно относительно. То есть он знает предмет досконально. То, что он здесь написал, он бы написал бы и президенту Соединенных Штатов, если бы сейчас, от него это понадобилось. Итак, что произошло в последнее время, его общая оценка? С развязыванием второго фронта на Ближнем Востоке, то есть с агрессией Хамас против Израиля. Как мы знаем, это все было спонсировано, и Хамас был подтолкнут, стимулирован для этого действия Китаем и Москвой. То есть открытие этого второго фронта кардинально изменило ситуацию в мире. Соединенные Штаты впервые, пожалуй, за всю историю своего существования оказались перед опасностью быть втянутой в войну на 3 фронтах одновременно, и два из этих фронта – это противостояние 2 крупным ядерным державам – Китай и Россия. Такого, повторяю, не было никогда. Автор считает, что это настолько серьезная опасность, причем это опасность, которая зависит не столько от Запада, от Соединенных Штатов Америки, сколько, в принципе, мяч на стороне Китая. И Китай может сделать сейчас такую подачу, что все рухнет. Почему это происходит? Потому что, как пишет автор, если война все-таки начнется, он надеется, что если США предпримут необходимые меры, надо сказать, это на грани драконовских мер, то это вполне возможно. И если она начнется, Соединенные Штаты обнаружат, что некоторые важные факторы начинают работать против них. Начнем с вооруженных сил. Вооруженные силы Соединенных Штатов, как подтвердила недавно специальная комиссия Конгресса, которая рассматривала этот вопрос, не может одновременно успешно вести боевые действия на 3 фронтах. А если из этих 3 фронтов 2 – это крупные ядерные державы, то это практически невозможно. И дело не в том, что вооруженные силы США находятся в упадке. Дело в том, что им, во-первых, они тонким слоем расползутся, я имею в виду ВС США, расползутся по этим 3 театрам военных действий. При этом они должны, если выигрывать, если идти на победу, они должны иметь решающее преимущество на всех 3 фронтах, в то время, когда их противники, а это Россия, Китай, и Ближний Восток, там самую большую опасность, естественно, представляет Иран,
а вместе с ними его союзники, террористические организации, которые, в общем-то, напоминают неплохую, некоторые из них, так скажем, Хезболла по вооруженности, напоминают или могут составить конкуренцию одной из небольших стран НАТО. Так вот, значит, Соединенные Штаты просто не способны, хотя бы потому, что Россия, Китай должны будут продемонстрировать высокая боеспособность только на их фронте. Соединенные Штаты на всех 3 фронтах. И это уже, считается практически невозможно. Военно-морской флот. Военно-морской флот Китай строит 130 кораблей каждые 4 года. А 130 кораблей – это эквивалента всему военно-морскому флоту Франции. Соединенные Штаты за следующие 10 лет должны будут построить 75 всего кораблей. То есть Китай давно уже обогнал Соединенные Штаты по количеству кораблей, и сейчас этот отрыв будет увеличиться. Китаю это необходимо, потому что вот его водное пространство в Индо-Тихоокеанском регионе – это его слабое звено, оно необходимо. И контроль Китая над этой акваторией ему жизненно необходимо для поставок комплектующих, сырья и так далее, для вывоза своего экспорта. И поэтому вот они такими темпами строят. Несмотря на то, что уже сейчас у них в количественном отношении преимущество над американцами, у американцев по техническому, по качеству военно-морских сил они гораздо лучше. Но американцы так считают, что если бы сейчас пришлось вступить в единоборство военно-морским флотом 2 стран, то американцы бы все-таки победили бы. Но Бог знает, чем это закончится. Следующий фактор – деньги. Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, имея соотношение между государственным долгом и ВВП примерно 60% к 100%. 60% госдолг, 100% мы берем ВВП. Закончили они войну, имея 130% госдолга, 100% ВВП. То есть влезли серьезно в долги. Сейчас уже долг Соединенных Штатов составляет где-то 120% над ВВП, а ВВП 100%. То есть уже больше госдолга. А если вот произойдет эта война на 3 фронта, то считается, что госдолг взлетит до 200%, при этом ВВП до 100%, то есть госдолг станет в 2 раза больше, чем ВВП, и это будет иметь катастрофические последствия для финансовой системы страны и ее экономики. Дальше другие опасности. Нефть, естественно, взлетит выше $100. Отсюда последует огромная инфляция. Китай, являющийся одним из крупнейших держателей американских казначейских билетов, то есть государственного долга, начнет распродавать, и инфляция примет в Соединенных Штатах огромные размеры, страна столкнется с дефицитом практически всего. И, наконец, предполагается, что Соединенные Штаты понесут тяжелейшие потери в живой силе. Во-первых, потому что возможно применение ядерного оружия прямо по территории друг друга. Во-вторых, террористические акты, возможно, в регионах, в самых различных регионах, в самых различных государствах, даже в западноевропейских. Везде, где, по идее, могут оказаться террористы, там могут быть террористические акты против американских граждан, посольств и так далее. И вот такая примерно ситуация, то есть катастрофическая, страшная ситуация. Поэтому, как считает автор, уже сейчас необходимо готовиться к этому варианту. То есть он считает, что откладывать нельзя совершенно, потому что в нынешней ситуации Соединенные Штаты фактически превращаются в заложника решений, которые принимаются в Пекине. Он захочет Пекин силой захватить Тайвань, и все, мы в состоянии Третьей мировой войны. Мы недавно с вами обсуждали недавний визит товарища Си, где он поклялся, что Китай
не собирается бросать вызов Соединенным Штатам, он не собирается подсиживать Соединенных Штатов, он хочет равноправных отношений, взаимного уважения, считает, что страны обязаны сотрудничать экономически друг с другом, потому что несут ответственность перед всем миром. А вот в Раши немного объективных аналитиков осталось, особенно когда речь идет о политике. Но есть у них китаеведы серьезные. Так вот, один из них считает, что обе страны, то есть те меры, которые предпринимает сейчас Америка для того, чтобы затормозить развитие Китая, прежде всего в области высоких технологий, это преступление перед всем миром, потому что тормозится весь процесс, экономический, технологический процесс всего мира. Понимаете, как ставится вопрос? То есть две страны сотрудничают, они готовы и могут в состоянии значительно ускорить процесс в экономике, в технологиях. А вот то, что американцы делают, это значит плохо. То есть, да, есть на что полагаться, что Китай этого не может сделать, но сам факт. Мало ли что, страна все-таки автократическая, все зависит, ну не все, как в Мордоре, но тем не менее, многое зависит от лидера. Вот попала вождя под хвост, решили захватить Тайвань. И все. То есть ситуация, самое плохое то, что ситуация вне полного контроля Соединенных Штатов Америки. Что делать? Как готовиться? Номер один. Необходимо непосредственным приоритетом номер один должно стать обеспечение Украины, Израиля, Тайваня оружием, необходимым для самообороны. Именно эти страны, эти игроки, как они тут называются, в настоящее время в наибольшей степени участвуют в этой, как он называет, игре. Геостратегической игре. Лучшая надежда избежать всеобщего конфликта заключается в том, чтобы эти пограничные к возможным театрам военных действий и пограничные к основным странам, игрокам оси зла. Так вот, лучшая надежда – это сделать так, чтобы эти страны, то есть Украина, Израиль, Тайвань, оказались настолько смелыми, мощными, эффективными, он их еще назвал колючими, что агрессия будет сдержана. Ну, то есть не посмеют ни Россия, ни Китай совершить то, о чем я вам только что выше говорил. Но, то есть необходимо завалить эти страны оружием. Причем, наверное, придется следовать требованиям или твердым пожеланиям генерала Залужного. То есть это должно быть не просто оружие, это должно быть новейшее оружие в нужном количестве. И даже более того, это должны быть новейшие разработки, может быть, даже открытия, которые сравнимы с открытием китайцев в свое время пороха. То есть открытие исторических масштабов. А для этого нужно сотрудничество, для этого должен весь ВПК США, включая все его лаборатории и институты, над этим работать. Для этого, значит, этого всего не будет. Соединенные Штаты не смогут в их нынешнем состоянии, как пишет аналитик, обеспечить Украину, Тайвань, Израиль такими вооружениями, если США не приведут в порядок свою оборонно-промышленную базу. Ну вот и пример. С начала российско-украинской войны общий объем оборонного производства в США увеличился всего на 10%. Всего. И это при том, пишет аналитик, что война продемонстрировала ошеломляющий высокий уровень потребления военных боеприпасов. Ну, Соединенные Штаты так отрапортовали, что они производили 30 тысяч боеприпасов, сейчас вот догонят в следующем году до 1000, до 100 тысяч, а их нужно больше. Так сказать, в революционном масштабе больше. Пока это не сделано. Ситуация настолько серьезная, говорится в анализе, что Вашингтону, возможно, придется задействовать закон об оборонном производстве. Это то, что сделал. Нечто подобное сделал Рузвельт. Это тогда, когда по указанию исполнительной власти целое предприятие, а может быть целые отрасли промышленности, гражданской промышленности перепрофилируется на производство всего, что нужно для фронта, для победы. Вплоть до... И часть материалов, которые сейчас, комплектующих, которые сейчас поступают в гражданский сектор для частного потребителя,
он, значительная часть этого пойдет в в оборонный сектор. То есть представьте, какая-то нагрузка, какой-то удар будет по потребителю, по американскому потребителю. Такого не было, наверное, со времен Второй мировой войны. Очевидно, Вашингтону придется увеличить расходы на оборону. И тут придется кардинально менять подходы. Сейчас же американцы, говорят, у них астрономический военный бюджет там уже к 900 миллиардов приближается. Но как он делается? Почему он так пухнет и почему он не настолько эффективен, как мог бы быть, если бы эти цифры были реальные? Дело в том, что на каждый доллар, который вкладывается в оборону, Конгресс выделяет доллар, то есть обязана администрация, Конгресс заплатить доллар на борьбу с изменением климата и на социальные расходы. То есть вложил ты 800 миллиардов в военную промышленность, ты должен, то есть в Пентагон, ты должен 800 миллиардов отдать на социальные расходы и столько же на климатические, на политику, как ее называют, климатическую политику. Чтобы подготовиться к войне, не увеличивая при этом долг, Вашингтону придется сократить расходы на социальные программы, а это удар, чудовищный удар по жизни американцев. То есть сказать сейчас американскому пенсионеру, что его пенсия будет сокращена, потому что там бойс, его там, детей и внуков надо будет послать куда-то к границам Китая, в Южно-Китайское море, или в Украину, к границам Российской Федерации. То есть пенсионер это воспримет как страшный сон. Более того, по всему, не только США, всему Западу придется пересматривать свои приоритеты. Так, например, вот сейчас какой приоритет? Снизить выброс этих там вредных веществ в атмосферу с СО2. И для этого, значит, надо поменьше угля потреблять, надо развивать возобновляемые источники энергии. Но какой смысл в случае такой войны это делать, если Китай сейчас, вот американцы, Западная Европа сокращает, борются с шахтами. Некоторые страны вообще их позакрывали. А китайцы открывают каждую неделю по две новые электростанции, работающие на угле. Представляете? В масштабах всей страны. Поэтому вся эта политика Запада, когда они ограничивают эти выбросы, а Китай их в это время пропорционально, может быть, даже сверхпропорционально увеличивает, все это не имеет смысла. Как не будет иметь смысл планы большого количества, да почти большинства стран Европы отказаться от атомной энергетики. И ничто в этом списке вот того, что надо сделать, не дается легко. Но Соединенные Штаты и их союзники вступают в период принятия трудных решений. И то, что происходит в Украине, в Израиле, еще несколько раз казалось немыслимым. Но сейчас уже необходимо приводить дело в порядок, иначе может оказаться слишком поздно. Вот что пишет недавний помощник госсекретаря по делам Европы, Евразии, администрации Трампа. И всего этого можно сделать вывод, что вот этого страшного, кошмарного развития сценария, который, если вот рассказать это американцу, они не читают такие статьи. А то, что не читают трамписты, это я вам голову на отсечение даю. Там в основном комиксы. Так вот, значит, если рассказать вот это рядовому американцу-трамписту, он в ужас придет. Я не уверен, что все члены Конгресса, некоторые так точно не знают о том, что будет. Вот я вам одну только приведу. Один пример. Вот это один из самых у них забойных, такая трампистская Жанна Дарк. Вы знаете уже ее имя. Это Марджори Тейлор Грин. И есть еще там одна была. Сейчас ее, правда, исключили за употребление нехороших слов в адрес других конгрессменов. А сейчас она сцепилась в смертельной схватке с другой, такой же активной, такой же боевитой, которую зовут Лоретта Бобарт. И вот они соревнуются, кто найдет в адрес своей соперницы более уничтожающее слово. И в основном вариации идут вокруг слова «путана». Причем путана – это я выбрал самый невинный, так сказать,
невинное слово из всего вот этого международного слова, которое имеет вот это обозначение. И вот между ними уже второй месяц идет перепалка, кто из них, и дальше идет новая вариация этого слова, другая. Значит, вот две конгрессвумен, самая забойная, президент Трамп считает Марджори Тейлор Грин в качестве возможного кандидата на пост вице-президента вместе с ним в паре. Поэтому, конечно, они об этом всем не знают, не думают, но я думаю, надеюсь, что сейчас все это будет спущено с высокозаумных журналов и должно быть просто спущено, выброшено в массовое, так сказать, сознание, чтобы люди осознали, в какой ситуации реально они находятся и какие вопросы они могут решать. То есть вот это всего ужаса можно решить, если, как написано в пункте 1, обеспечить Украину, Израиль, Тайвань необходимым оружием. А это можно сделать. Можно сделать, ну, немножко подтянув пояса, немножко срезав жирок социальных выплат, немножко урезав расходы на климатическую политику, и все будет, Америка. Все будет. Самое главное, не будет вот этого ужаса, который я только что описал. Значит, это первая статья. Вторая. Wall Street Journal. Пишут Юджин Румор. Кто у нас Юджин Румор? Это высокопоставленный аналитик разведки в офисе директора центральной разведки. То есть это там, куда стекается развединформация с ЦРУ и остальных 17 агентств разведсообщества Соединенных Штатов Америки, и где готовится конечный продукт аналитический и поставляется на стол президенту, ну и другим ответственным лицам правительства США. Вот что он пишет. Ну, он описывает здесь реальную ситуацию, которая сейчас существует на полях сражений Украины. Но дальше. Более чем за полгода до полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года Путин подписал новую стратегию национальной безопасности России. И основным направлением этого документа стала подготовка страны к долгосрочной конфронтации с Западом. Не просто Украина, там, захватить ее. Вы помните эту историю? То есть они поставили ультиматум. Собирайте свои манатки, убирайтесь к границам 97 года. Причем они так вот приблизительно такими выражением и обозначили эту свою стратегическую цель. Ну и, как утверждает автор, сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия работает. Работает. А начала она работать, потому что, ну, главным образом, так по большому счету, потому что статическая война образовалась в Украине. А образовалась она потому, что, как написал справедливо генерал Залужный, помощь поступала не своевременно, не в нужном количестве, ну и все такое прочее, и другие сопутствующие события. Почему Путин считает, что стратегия его работает? Потому что он не чувствует, не ощущает давления, которое бы заставляло его прекратить страну. По прогнозам этого аналитика, Раша этой зимой расширит или может расширить свои ракетные беспилотные удары по инфраструктурным объектам и городам Украины. Путин, вероятно, рассчитывает, что поддержка Украины со стороны США и Европы ослабнет, а это уже заметно по многим вопросам общественного мнения. Хотя самый последний, о котором я вам говорил, это по поводу того, как страны НАТО, имея в виду прежде всего США, Великобританию, должны ли они оказывать помощь или нет Украине, там 71%, невероятная цифра «за». Но зато другие там показали падение поддержки прежде всего среди республиканцев и в некоторых странах Европы. Ну и он считает, наверное, что вот состояние вот этих двух факторов, во-первых, ослабление поддержки Украины, с другой стороны, удары то есть холодная зима под бомбовыми ударами приведет к тому, что украинцы дрогнут и пойдут на сделку с Путиным.
И это позволит ему закончить войну и объявить себя победителем. Идеальным с его точки зрения, как считает разведчик, аналитик разведки американский, считается заключение такой сделки с Дональдом Трампом, который, как надеются, может быть, по крайней мере, считают, как и минимум 50% они считают, имеет шансы стать следующим президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, наверное, они кокетничают насчет 50%. Они, наверное, сделают все, выложатся, чтобы помочь ему стать президентом США. Хотя проблем, конечно, этот путь у Путина будет не беспроблемным, скажем так. Более того, значит, это то, что касается Украины, что он может натворить в обозримом будущем. Дальше, значит, Путин готов поставить на карту все, чтобы добиться своей цели. Фактически он проводит шантаж, ядерный шантаж. И отсюда, значит, следует вопрос о системе, подвергается шантажу вся система безопасности Европы. Речь идет о том, что Раша выходит, вот недавно совсем Раша вышла из договора, и даже они денонсировали ратификацию в парламенте договора, подписи, отозвали подпись России о запрещении испытаний ядерного оружия. Ну и в следующем, то есть настолько вышли из всего, уже практически не осталось ни одного соглашения в области вооружений, со следующего года не останется ни одного. И тогда, значит, весь мир, вернее, 3 ядерные державы, Китай, Россия и Америка, находятся перед лицом ничем не контролируемой ядерной гонки вооружений. Но я тут, правда, не знаю, если уже для Америки это будет тяжело, то насколько это будет тяжело для Раши. При этом мы должны иметь в виду, что вот эти все оценки, которые даются, то сейчас аналитики в экономике и политике, они делятся, грубо говоря, на 2 группы. Те, которые работают то ли полезными идиотами, то ли на зарплате на Путина, и они тогда принимают за чистую монету все те данные, которые по состоянию экономики, которые выдает российское государство. Но дело в том, что значительную часть этих экономических данных сделали засекреченными в России. Причем именно тех, которые позволили бы точно определить, в котором реальном состоянии находится экономика. А те, которые не выкидывают, они, типичная игра в цифры. Когда выпуск одного танка может быть приравнен к выпуску там 10 не автомобилей, а, допустим, 10 локомотивов там или чего, нечто такого подобного. Вот, поэтому, значит, Путин будет использовать ядерный шантаж и шантажировать Европу бесконтрольной системой безопасности, ну и, наконец, будет использовать любую систему, любую региональную проблему, любой кризис, типа вот то, что сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, затем продовольственная безопасность, вопрос с изменением климата, везде Раша будет вбивать клинья и создавать проблемы. И все это, по словам аналитика, создает такое положение, когда перед западными лидерами возникает беспрецедентная задача, которая состоит в том, что западные лидеры, которые, худо-бедно, 2 года они не позволили Путину выполнить свою стратегическую цель в отношении Украины, то есть разгромить, подчинить. Но что они явно не сделали, пишет автор, это очень, очень глубокая мысль, я бы сказал. Кстати, я об этой мысли вам говорил несколько видео назад. Западные лидеры не объяснили своей общественности, что угроза со стороны ревизионистской России носит постоянный характер. То, как мы только что обсудили, говоря о предыдущей статье, американский обыватель в массе своей даже не понимает в той ситуации, в которой находится весь мир и вся страна. И потому он не может принимать адекватное решение. И когда его спрашивают, помогать Украине или нет, вот этого всего он понятия об этом не имеет. Но ему в голову вдолбили, что мексиканцы, венесуэльцы прут миллионами в год через южную границу. Вот это для него реальное, осязаемое, понимаете, и так далее. Вот, виноваты еще западные лидеры, которые часто предавались... Вот есть такая маниловщина. Николай Васильевич Гоголь, когда описывал это явление, он писал это как о чисто русской черте, такое
бесцельные, без почвы, без каких-то оснований и надежд на исполнение мечтаний. Там мост построить, ходить друг к другу в гости, чаепитие, там, ну, вообще, бред весь. Так вот, оказалось, что маниловщина, она свойственна и западным лидерам, которые иногда, это вот то, что развилось за последние 30 лет, они всегда пытаются острые вопросы отложить в сторону, а учитывая 4-летний цикл избирательный, ну, давайте дальше там отложим. Ну, вот так оно и получается. И пытается не решать вот эту громадью этих задач, вопросов как можно дольше и перекинуть это на следующую администрацию. И в результате надеялись на санкции, что они сыграют свою роль. Сыграли, но не в достаточной степени. Надеялись на успешное контрнаступление Украины, тем более перед этим же было победоносное, блестящее контрнаступление в Харьковской области, завоевание обратно Херсона. А тут раз, вот и получилось. Но это отдельный разговор, мы с вами уже говорили, почему не получилось. Сейчас не будем об этом даже не будем возвращаться к этим. Повторю еще проблему. Западные лидеры не объяснили своей общественности, что угроза со стороны ревизионистской России носит постоянный характер. Вот такого постановки вопроса постоянный не было практически никогда. Никогда. С начала, по крайней мере, 20 века. Потому что во время Холодной войны, ну, надеялись, там демократические движения, диссиденты, вот все это в недрах созреет, и демократические движения приведут к свержению коммунистических режимов, и это будет уже другая Россия. И вот они клюнули на это. То есть страны Восточной Европы, многие, страны Балтии, Чехия, там другие, Польша, они вот выстрадали это, можно сказать, избавление от коммунистического режима, а в России народу его подарили. Подарил Горбачев перестройку, там, свободу слова там, и так далее. Ну, а в Америке это все восприняли как реальную альтернативу. Все, народ созрел для демократии. И вот 30 лет, вот последние, это вот сначала Ельцин, носились Ельциным, потом с Путиным, достаточно долгое время не обращали на него внимания, ну и наконец-то приехали. Сейчас вопрос ставится. Неважно, кто у руля власти в Кремле, в России находится. Неважно, это сейчас или через 10, 20, 30 лет. Ну, по крайней мере, до горизонта, да, временного горизонта. Не имеет значения, кто там находится у власти. Россия – это все. Это иррациональная страна, которая не может нормально сосуществовать. Это враг. То есть это кардинальнейшая переоценка мышления, стратегии элиты США за, как я сказал, практически с начала, или, скажем так, с окончания Второй мировой войны. Что нужно? Нужно, как считает автор, перестать надеяться на то, что можно разбить Путина через месяц, через 2, там, в следующем году и так далее. Необходима политика сдерживания. Вот та политика, которая проводилась в течение Холодной войны с момента длинной телеграммы Джорджа Кеннона, посла США в Москве, который написал в феврале 1946 года. Смысл состоит в том, что нужно терпеливо, но твердо и бдительно сдерживать экспансионистские тенденции России. Что это означает сегодня? Это означает продолжение и ужесточение санкций, то есть эта удавка экономическая должна затягиваться по возможности, как горота. Дипломатическая изоляция России, не только дипломатическая, а вообще то, что сейчас делается. Никоим образом нельзя эту изоляцию ослаблять, чтобы не допустить вмешательства Кремля в дела соседних государств. Не только соседних, но и тех, которые, как Соединенные Штаты, через океан находятся. Это укрепление потенциала сдерживания обороны НАТО, включая постоянные реинвестиции в оборонно-промышленную базу. То есть это не значит, что нужно заново вести или опять начинать холодную войну, потому что Раша сейчас – это не Советский Союз во время Холодной войны. Вооружение, промышленная база
и способность существовать в рамках автаркии, то есть самообеспечения во всем и вся. Хоть плохого качества, но сможем произвести все. Сейчас это уже не то. Соотношение сил склонилось явно не в пользу Путина. Расширение НАТО, уже Финляндия вступила, вот-вот Швеция вступит. Но самое главное, подчеркивает автор, вопреки всем прогнозам, Украина выдержала натиск России. Менее чем за 2 года украинская армия превратила в пыль целое десятилетие российской военной модернизации. Поэтому поддержание Украины в бою, снабжение ее оружием, боеприпасами, а также срочная экономическая помощь и помощь в восстановлении Украины – это самый экономически эффективный элемент западной стратегии. И не менее важно помочь Украине занять достойное место в Европе. Ни одна посткоммунистическая страна Европы не пережила того, что переживает сейчас Украина. Восстановление страны станет делом целого поколения, не только для украинского народа, но и для многочисленных друзей, партнеров и союзников. Ну и тут же крайне важно сплочение всех этих союзников по обе стороны Атлантики. Дальше говорится о том, что кто бы ни был, сейчас Путин, когда-нибудь он уйдет, будет там еще кто-нибудь, Пупкин Задунайский или еще что-то, но самое главное, Раша – это враг практически навсегда. Вот страна, режим такой, понимаете, все просто. Приходит, всплывает наверх отбросы общества, не лучшие, а худшие. Но это не только в России так происходит, вы знаете, да? Они влазят на табуретку, на самую главную, они захватывают контроль над всеми органами власти, они потом деребанят страну, а потом, загнав себя в угол таким образом, оказывается, что они не могут уйти на заслуженный отдых. И тут надо что-то делать. Вот то, что как раз произошло с режимом Путина. А до этого, это было в Советском Союзе, ну там иначе. А для этого они пугали, чтобы держать народ в узде, они пугали внешней угрозой. Ну и иногда понты. Понты – это чисто вот путинская, это вот эта шпанистская такая психология, что ли, орков. Вот поэтому Раша – это враг практически навсегда. Какие переговоры здесь? Где вы видите какие-то возможные переговоры и договоренности? Это пишет высокопоставленный недавнего времени аналитик американской разведки. США должны четко осознать долгосрочный характер этой стратегии. Окончание войны, горячей войны на территории Украины, когда бы оно ни произошло, вряд ли приведет к ослаблению конфронтации между Россией и остальной Европой. Украинцы и их друзья по праву хотят видеть рост процветающей, независимой Украины, безопасной и полностью интегрированной в политическую и экономическую жизнь континента. Но Путин и его преемники воспримут это как окончательное поражение России, поражение самой концепции, что возможно реимпериализация. Вот есть у них такой термин, изобрели они. То есть это империя рухнула, а потом она пытается восстановиться. И вот это самый идиотский момент, потому что все нормальные империи, британская, австро-венгерская, даже германская в какой-то степени, они обрушились, и элита поняла, что все, она себя изжила, надо жить в других условиях. Дебилы в Кремле хронические, они этого не понимают. Поэтому, как бы там что ни произошло, значит, они будут к этому стремиться, восстанавливать свою недоимперию. А это исключено при существовании вот такой независимой в своих границах процветающей Украины. Поэтому Россия, Москва – враг навсегда. И они сделают все возможное, чтобы этого не допустить. Ну, как это можно сделать? Что можно к этому противопоставить? Сейчас, как в пункте 1, всемирное вооружение, перевооружение Украины, оказание всемирной помощи Израилю и Тайваню. Ну и в заключение, очень коротко, господа. Пока там они сидят, конгрессмены с сенаторами обсуждают вопрос о новых пакетах помощи Израилю, Украине. Есть такой аналитик, он же колумнист,
Фарид Закария. Я о нем рассказывал. Он выступает аналитиком, есть у него отдельная программа на CNN. У него есть своя колонка на Вашингтон-Пост. И он очень толковый человек. Я вам однажды говорил о одном его предсказании, которое он сделал в самом начале российской агрессии. По его мнению тогда, а в то время цена на нефть, на Брент была где-то в районе $120. И вот он сказал, то есть он вынес эту идею, поездив по странам Ближнего Востока, что главная цель США на тот период обязательно сбить цену на нефть ниже $100, потому что если выше, то это накладно для западной экономики очень тяжело. Инфляция. И в то же время это бонанза для Мордора, для финансирования военных действий. И он написал, что можно сделать. И вот эта идея о том, что нужно заключить союз между Саудовской Аравией, Израилем, Соединенными Штатами, Египтом, еще рядом арабских стран, где США обеспечен ядерный зонтик для этих государств. Эта идея, он ее высказал, и потом это же произошло. Что он сейчас говорит? Он поездил, пообщался с российскими чиновниками и говорит, что в настоящее время, значит, есть две проблемы. Ну, первая на фронте, украинском фронте, где временное, так сказать, то ли баланс, то ли застывшее противостояние. С другой стороны, Путин ждет, пока придет Трамп и все решит за 24 часа. Так вот, надо предпринимать что-то срочное, говорит аналитик. И такое срочное есть. На обоих вот этих фронтах, то есть и на полях сражения Украины, и на фронте трамповском, так сказать, возможного пришествия Трампа власти, необходимо срочно организовать международный юридический процесс, в рамках которого замороженные резервы России в размере более $300 миллиардов могли бы быть использованы для помощи Украине в восстановлении, которое сейчас уже оценивается Всемирным банком в сумме более $400 миллиардов. То есть начало работы вот этого Конгресса, или назовите его как угодно, уже стало бы сигналом для Путина, что Украина не столкнется с кризисом финансирования, как он сейчас надеется, что вот Конгресс не проголосует, а вслед за этим Западная Европа устанет от этого и так далее. Это будет сигнал, что нет, Запад серьезно к этому относится и готов пустить в это дело $300 миллиардов. Его денег, вернее, денег российского Центробанка. И у Украины будут эти деньги, Украины, даже если Трамп станет президентом. То есть вот у Украины появится заначка, скажем так, в размере $300 миллиардов, который решит все. И это надо срочно, как можно быстрее делать. Ну, тут он ссылается, я вам рассказывал, что писал основоположник этой теории Лоренс Трайб, выдающийся, как пишет аналитик, выдающийся ученый-юрист. Помните, я вам рассказывал о его исследовании, написанном на 184 страницах по этому поводу. Его с тех пор поддержали бывший министр финансов США Ларри Саммерс, бывший глава Всемирного банка Роберт Зелик и бывший исполнительный директор комиссии 9.11 Филипп Зеликов. Они все считают, что это правильная политика. Это все, каждый из них, это легенда юридической мысли, экономической мысли Соединенных Штатов Америки. И основной аргумент всего этого – Россия совершила массовое системное нарушение международного права, и поэтому она обязана за это заплатить. Отказ от этой логики, типа, что Россия не обязана платить, потому что есть же такое правило защита права собственности, на которое сейчас в основном этот аргумент, на который ссылается Россия. Так вот, этот российский аргумент является порочным, поскольку Россия совершила грубые и продолжительные нарушения прав собственности Украины. Что теперь говорить-то о твоих правах собственности, если ты чужие права собственности попрала, а также лишила жизни тысячи мирных жителей. Поэтому это очень мудрое, правильное решение заставить Рашу заплатить высокую цену. Но важно, подчеркивают Фарид Закария, как проводить эту политику. В прошлом Соединенные Штаты делали это самостоятельно, не обращаясь ни к кому. Ну, навязывала свою концепцию международного права. В значительной части случаев это
случалось, то есть удавалось это сделать, но в то же время это вызывало и обратные процессы недовольства и так далее. В результате, так по большому счету, со временем возник этот оппозиционный глобальный юг. Теперь нужно другой подход, я считаю, очень правильно говорится. Эта политика, идея должна опираться на международный консенсус, закон и нормы. Должны быть представлены юридические мотивы участников этой конференции. Американцы уже, вот Лоуренс Страйб представил позицию США по этому поводу. Должна быть создана международная юридическая организация и процесс рассмотрения претензий, через которые будут проходить средства. Активы России, восстановление Украины должны послужить строительным блоком для, в принципе, создания нового блока международного права, которые помогут укрепить правопорядок, основанный на правилах. То, что вот сейчас Путин и сотоварищи разрушили, превращая международный правопорядок в хаос, о чем мы с вами говорили накануне. То есть нужна такая конференция, чтобы восстановить это обратно. И этот случай создать прецедент, что страна, то есть он будет иметь историческое значение. Вот это такая конференция или конгресс, который приведут к такому результату, будет иметь историческое значение, потому что он создаст прецедент того, что страна, совершившая голую агрессию, может обнаружить, что ее долларовые резервы пропали, исчезли. И это неплохой прецедент для мира, находящегося сейчас в системе хаоса. То есть, помимо всего прочего, ответите кошельком. Вот, дорогие друзья, доложил вам все это. Ну, теперь я вот читаю все это, читаю гораздо больше, чем я рассказываю, что всего этого не расскажешь по причине нехватки времени. Вот. Но я читаю это, и у меня вот главная мысль. Но кто-то же должен донести. То есть сейчас вот чего не было раньше, это вот это все такие вот блестящие статьи появились совсем недавно, где-то недельки 3 назад что-то они так начали осторожно появляться, а сейчас они растут как ком снега. Буквально сегодня вроде немцы выдали обалденный доклад на эту тему, что будет стоить Германии, ежели не оказать необходимую требуемую помощь России. Там вообще завал. Вот. То есть вопрос там. Главное сейчас донести это, чтобы было понятно даже идиоту. Ну, как вот в свое время мы писали до самый верх аналитические записки. Помните, я вам рассказывал? Чем выше идет аналитическая записка, тем проще она должна быть написана. На самый верх должен поступать материал, чтобы он был понят даже идиотом. Ну, вот теперь надо добраться до Конгресса соответствующих людей. Ну и воздействовать на широкую народную массу, потому что среди вот этих людей, которые саботируют помощь Украине, там идей близко к нулю, по большому счету. Там коррупция, я под коррупцией имею в виду и карьеризм, и возможность, стремление воспользоваться ситуацией, стремление заработать политический капитал и так далее. Но, с моей точки зрения, с точки зрения здравого смысла, все должно быть, закончиться благополучно, на что я очень надеюсь. Вот на этой позитивной ноте, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. 614, теперь 615, они идут вместе по смыслу, по нагрузке. И как обычно, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, потому что Украина является единственным государством, которое способно предотвратить вот это кошмарное для всего мира развитие государства, ситуации и приструнить взорвавшуюся бледную моль или пришлепнуть ее тапочком. А вам, дорогие друзья, желаю выдержки, мужества, твердой веры в том, что это произойдет. До новых скорых встреч.